Конечно, для нас это некий эксперимент. Мы будем сегодня говорить не только о каких-то, может быть, социальных и политических проблемах, но, в общем, больше о культуре, о жизни. И, наверное, вот этот формат задан, конечно, личностью нашей гости, прекрасной Нино Катамадзе, выдающейся певицы, которая любима в Грузии и, как мы вчера еще раз убедились, в Латвии. Действительно, это был вчера завершающий фестиваль, завершающий день фестиваля Лайма Рандеву, и Нино его была звездой, и фактически этот фестиваль завершился ее песней. И я так понял, что и Нино любит Латвию, любит Юрмалу, Залцинтери. Ну вот смотрите, прошло 6 лет. 6? 6 лет, 18-й год. 5. 5. Сейчас 5, да. Ну, 5 лет. 5 лет прошло, и все поменялось. Но что-то осталось неизменным. То, что вы никогда менять не будете ни при каких обстоятельствах. Что это? Честность. Это не меняется. А я сейчас слушала, и у меня было такое ощущение, что, боже мой, то есть, когда отношения, чистое отношение, может быть, меняется голос, меняется диапазон, но состояние вот этой чистоты не меняется. И не всегда принимает музыка, если ты, даже по деталям ты не чист. Это самые как бы большие вопросы, когда есть такой тремол перед концертом, выступление, примет тебя музыка до конца или нет. То есть ты выстроишь все чисто. Или потому что разуму очень сложно думать во время вот этой экспрессии. А если у тебя ты не работаешь на этого процесса, чтобы ты был такой, ну, не всегда удается, естественно, но чтобы ты был абсолютно чистая, как вода, и твои мысли были вот эти течения, как так речка чистая, которой можно пить. Тогда ты можешь выстроить правильную драматургию, и оно остается в тебе. А если ты наизусть его создаешь, ты ничего не помнишь. Здорово. Я даже могу, не то что могу, можно даже покопать, что какие истории сопровождали перед этим пением, потому что оно именно отражает. И эта мелодика, и эта мелизмит помогает. Вы имеете в виду То какие-то есть встречи, какие-то там все, все, все. конфликты за кулисами? Да-да-да-да-да-да-да. Вы со всем этим Да-да-да. будете каждый раз настроены? Да, конечно. Ну вот вы знаете, Во да, всем. честности, да, и правдивости, это сейчас действительно большое испытание для всех. И последние вот эти 1,5 года жизни всех, я думаю, присутствующих, 522 дня. да, поделили четко на 2 периода: до 24 февраля 22 года и, соответственно, после. И мы как раз, когда, кстати, обсуждали тему, возможную тему нашей беседы, мы говорили о том, что артисты оказались самыми беззащитными на самом деле. Они самые уязвимые, потому что все внимание сосредоточено на них. И ну, те, кто как бы принимает зло, это мы об этом не говорим, но есть те, кто молчат, или те, кто, в общем, не очень понимают, что происходит, и как здесь сохранить ну, какое-то свое достоинство, как быть честным в этой ситуации. И вот вы, Нино, вы даете пример, на самом деле, очень многим, может быть, сами того не подозревая, но вчера и на этом концерте, и ваши заявления, и ваш фонд, это все как бы примеры того, как можно себя вести в этой ситуации. Мне очень важно понять их, и думаю, всем присутствующим тоже, как вы к этому пришли, и что к тому было, ну, как бы первым и самым главным импульсом. Мне всегда сложно про себя говорить И вообще. всё-таки сегодня это Да, то, но я думаю, что про слабость не рассуждают. Но если предательство, приходится отвечать. Ни я, ни вы, никто ни при чем. То есть я не отвечаю. Вот война — это ответ за предательство. То есть из-за того, что люди торгуются своими слабостями и думают, что это артисты, ну, то есть после 27 нету скидки вообще. То есть ты отвечаешь за свои слова, за свои поступки. вы знаете, Я не могу сказать, что я не хочу сказать ни в коем случае, что я какой-то пример. Я такой маленький, как бы из 522 дня я делаю очень мало для того, чтобы
этот голос был слышен. Но представляете, сколько человек молчит. Если даже у меня была реакция, когда был чемпионат мира по футболу, 1 человек вышел во время победы. И я, естественно, радуюсь, когда есть объединение на какой-то позитивной почве. Но представляете, если 1 человек вышел протестовать убийство людей и детей, настолько быстро закончилось бы все. Или никогда не было бы такое. То есть мы все равно умираем, но это решает наш как бы время жизни, а не кто-то. Вы знаете, я сравнительно недавно делал интервью с замечательным музыкантом Гидоном Кремером, Да, и мы он с ним как-то, замечательный. да, мы заговорили о том, что надо ли общаться с теми людьми, которые вот молчат, уходят от этих каких-то опасных и рискованных вопросов, или как-то их убеждать, ну, рассказывать им, объяснять, или наоборот, как-то их вычеркнуть из своей жизни. Вот, Он что сказал? да, он сказал, что надо объяснять, Конечно, что надо говорить, что не конечно, надо вставать и в гордой позе, значит, конечно, удаляться. Надо пытаться объяснить. Я это почувствовал и в вас тоже, да, вот конечно, эту как бы необходимость общения, конечно. разговора. Но я не умею по-другому быть. Ну, искренне надо говорить. Это такие темы про себя и Мгм. про что, если честно, какое-то время я не могла найти силы внутри, чтобы вообще говорить о чем-то. Мгм. Потому что вот с Николасом Ратчоли, который вчера, он дирижер Большого симфонического оркестра, аккомпаниатор, композитор. То есть мы с ним были в Киеве 7 июня 2008 года, 2022 года. То есть как начала война? Началось, да, да. Через 1,5 месяца, через месяц. Мы были в Ирпене, мы были во Львове. Я была в детских домах, я была в госпиталях. Я была И когда, мы ехали в госпиталь, там был мне говорили, что вот этот старый, кладбище. И сразу, и как-то, как, ну, какую-то историю мне показывали, но сразу за, это старое кладбище была огромнейшая территория, новых кладбищ. Мгм. И сразу у нас были встречи много, потому что был концерт Львовским симфоническим оркестром, как раз филармоническим. И каждый день мэр города Львова и все работники мэрии, около 200 с лишним человеком, выходят перед мэрию, и Мгм. там, да, и там идет каждый день ну, такой ритуал, провожает молодых убитых. И Это там похороны. это похороны. И там поклонение, и там звучит единственный голос — это плач мам. То есть, когда ты все это видишь, нет сил просто говорить о людей, которые, в принципе, если промотать назад, никогда не думали о других. Не о 2008 году, которые убивали в Грузию, не в том числе и я, потому что вся система, благодаря советского мышления была так, чтобы мы скрывали друг друга, наши проблемы и наши радости. Никогда не думал, Россия чем занималась вне страны и за кордоном. И мне не хотелось вообще думать о тех людях, которые вообще им наплевать, кто за что умирает. Это очень сложно. Для людей, которые убегают, чтобы не воевать в Украине, для них это а, тема, которую нужно разрешить, чтобы остаться живым. Но для людей, которые защищаются, для них это реальная жизнь. И вы себе не представляете, эти жизни настолько сложные, что невозможно его пережить. Просто вообще как-то нужно как-то найти внутри силу, чтобы вот ты получила эту информацию и вытащила, и переложила, потому что невозможно с этим жить. Когда убивает твою маму и папу, и ты не можешь забрать тело мамы, потому что его заминировали. Вот.
Ну, я оказалась недостаточно сильной, чтобы найти какой-то уголок любви, поговорить о людей. Я до сих пор живу. Вот, может быть, мы сейчас будем разговаривать, и будет включен сирена голос. Я хочу вернуться просто к тому, что в 2019 году вы заявили, что не будете петь в России, при том, что в России вы очень любимы, и у вас масса поклонников и зрителей. И тем не менее для вас это был принципиальный момент больше не приезжать Да. в Россию. Почему? Можно такой чуть-чуть длинный ответ Да, сделаем? конечно. Мне 50 лет. Через 20 дней мне будет Хорошо. 51. Мгм. И я родилась в такое время, когда наступил момент развития моей профессии, у меня совершенно не было выбора. У меня был единственный выбор — рынок России. То есть потому что была гражданская война, было абсолютное как бы разрушение всех и всего. И тот выбор, который был у меня, я абсолютно, то есть большие энергии уходила на то, чтобы то, что я создавала, чтобы прожить его честно и достойно. То есть контролировать, где я выступаю, контролировать, откуда поступают деньги, контролировать, для кого я пою. Естественно, я не могу контролировать, кто покупает билеты, но абсолютно, когда ты на сцене уже начинаешь говорить «Слава Украине», тот, кто уходит, остается честным. И вот этот весь процесс до 2008 году, до 2008 году, то есть не имея социальных информаций и больших пропагандах, я не могла прочувствовать вопрос Абхазии. Там абсолютно идентичные истории происходили. Даже жива женщина, которая заставили выкопать глаз своего мертвого сына, который убили его перед глазами, и проглотить. Вот эта женщина живая. И заставили смотреть маму, отрезанную голову, которые играли в футбол. То есть я этого не могла прожить. Эти истории сейчас начинаются подниматься. Я не могла прожить 2008 год, потому что это было, знаешь, что, то есть сильная Россия, то есть когда вот огромная страна, тебе кажется, что она сильная. Я не могла это прожить. Но я никогда не использовала язык моего врага. Но я думала, что дипломатичный язык музыки поможет найти соответствие. То Мгм. есть как это слово, своих ценностей людей. Мгм. Но так и происходит на самом деле. И у меня была возможность, благодаря фонетике, благодаря грузинского языка, была возможность показать новую Грузию. Мгм. Я всегда оставалась после концерта разговаривать. То есть я знала, что после 2008 года накопилось сложные отношения, потому что я, когда возвращалась в Грузию, там мне было сложно, потому что про меня говорили, что я не должна выступать там, и отчасти, и Тогда же полностью. 2008 Это 2008 год, но это было 15 лет тому назад, и у меня не было ни силы такое твердое, и я верила более такой дипломатичного языка. Я так думала. Но я не меняла свой курс общения. К чему я прихожу? Я прихожу к тому, что я подумала о том, что как быть с теми людьми, которые родились в Советском Союзе, которые, я не знаю так достаточно английского языка, но я хочу разговаривать на русском, потому что мне не дали возможность научить вовремя другой язык. И это я заслуживаю этот язык для того, чтобы поняли, что я думаю. И я буду его использовать для того, чтобы сказать, что я потеряла. Потому что в 2019 году я закрыла огромнейший крик, который я сама создала, который абсолютно честностью прожила, потому что когда я сказала о последнем участии, это было 22 июня. 20 июня приехал российский политик в грузинском парламенте, Парламент, да. да, и когда в этот же день был огромнейший митинг, и когда грузинские правительства оставили, то есть стреляли своего народа, защищая этого русского правительства, это было понятно,
понятно, что я буду уже служить вообще другому. То есть Мгм. исчерпано Какой-то лимит, да. смысл мое пребывание в России. Мгм. И там совпадало то, что это произошло 20 июня, и 22 июня с нами должна была выступать девочка, которая не могла видеть, она потеряла зрение во время операции, ей было 9 лет, она была из Беларуси, и целый месяц мы говорили, что она любила Нино, и говорили, что как она выйдет, какую экскурсию, то есть она мечтала выйти на сцену. И я не могла остановить этот концерт, но я знала, что это последний концерт. И на сцене сказала, что, возможно, это будет Это последний будет концерт. последний концерт. Что я хочу собрать Да. все вместе. Если начать с последнего, буквы алфавита, если начать с последнего, я участник того процесса, с которого меня не спрашивали, как себя вести, как развиваться и где жить. Но я постаралась прожить честно. Мне очень долго я стеснялась говорить о том, что я честно прожила. Но я поняла, что это единственное оружие для того, чтобы даже это слово нельзя использовать. Это единственная сила, которая мне поможет поднять голову и прожить дальше. А что делать с теми людьми, которые родились в Советском Союзе и тоже прожили честно? А и сколько их? Их много, которые не доверяли друг другу, которые сдавали своих родных, которые писали какие-то Да, заявления, довозы. То есть сколько их? И если это добросовестных, и какое-то слово, которое мне подарили сегодня, этот молодой Добропорядочный. добропорядочные люди, давайте встретимся, поговорим вообще. О чем идет речь? Вообще поговорим, проживем вместе. Я никогда не использовала никакие деньги правительственные, не брала никакие деньги каких-то миллионеров, миллиардеров, даже грузинов. Ничего. Я не пела, не плясала, никаких любовников, любовницев и так далее. Потому что деньги нужно заработать честностью. Я думаю, что нужно открыть новые институты, но не как заработать деньги, как честно заработать деньги. Да, это очень важное дополнение. Не, хотел вот о чем. Простите, я больше про себя. Нет, это было замечательно. Но, спасибо. Вы знаете, я просто еще подумал о том, что вот вы как раз стали говорить о том, что мы не выбираем место, где мы Рождаемся, мы да. выбираем своих родителей, язык, на котором мы общаемся. Да, можно выучить другой язык. И, естественно, какие-то дальновидные родители этим озабочены учусь. с самого начала. Да. Я учусь. Вы знаете, что когда вот все журналисты спрашивают, а как это произошло, мне, честно, неудобно, потому что у меня даже нет истории, что я могу. Вот я начала. Да. Нет этой истории, потому что я до сих пор сельская девочка, которая любит ночную тишину, которая любит лай собаки, утром петушок, и любит все, что пахнет, все, что ароматы, и который потеряна в городе. Я первый раз живу на 6-м этаже, и мне страшно. Я скоро перееду оттуда. Ой, кстати, я была соседкой Резо Габриадзе. Мы Вы рядом жили, да? Да, и мы дружили очень. И единственный плюс в этом 6-м этаже. Самое лучшее было место, где я родилась, потому что из моих окон видно море. И Абхазия. Вот этот дол Абхазии Это всегда... Кабулети. Это Кабулети. Я родилась в греческое село. Но в детстве мы все разговаривали на греческом, только на по-кабулецки греческом. И потому что мы в школе учились, где русское отделение, и там греческие дети учились. Да, то есть это такое, которое непонятно грекам на самом деле. Ну, там, Эвхаристос, там как считаешь, это все понятно. Но самое главное, влияет все. Абсолютно. Допустим, чем занималась моя бабушка, какая она была, или дедушка, какой у него был характер, или мама. То есть в моей семье жили
очень много человека, и потому что в то время это был очень богатый регион, потому что субтропик, у нас 3 раза в год приходит лимончик, мандаринчик. И первый раз, когда я почувствовала аромат гермеса, такой апельсиновый, я думаю, что они дают там $400? Там? Вот у меня дома там 5 тонн мандаринов. Там, Так же пахнет. да, клянусь, просто ты его потрешь, и так шикарно. И мы очень все хорошо жили. Но самое главное, что все были творческие люди. Моя бабушка была косметологом, красавица, добрейшая. Отец ювелир, тетя одна была шила. То есть все чем-то руками занимаются. Мгм. И в Грузии вообще все чем-то занимаются. И не надо развивать какую-то экономику. Надо всем давать возможность Слушай, сегодня чем-то сделано. заниматься. Я клянусь просто, потому что кто-то красиво готовит, кто-то очень хорошо вяжет, кто-то, я не знаю, там хороший виноград. Ну зачем это все какой-то страшной фабриков каких-то? Да, людям заработать по-другому, чтобы было. Но я думаю, что еще очень важно, что все грузины поют. Да, и я как раз приходила к тому, что дядя, который мы вместе ходили, как это слово, наши коровки, которые нам давали молоко, которые я умела доить, и молоко делать, и делать мацон, я вкуснейший Мацони. мацон делаю вообще. И мама мне научила готовить настоящий сыр. И вот это все. То есть не я сидела, мислила что-то, чем-то фантазия. Но я была все время вот в каких-то действиях, помогала родителям. И это все какая-то чистота детства и разума. То есть никуда мне не пришлось, то есть, перейти. Все время моя музыка сопровождала, мою жизнь сопровождала музыка. И учила дядя петь в голосах, научить какой-то грузинский репертуар кинофильмов, каких-то старых произведениях. Я пела на греческом. То есть это все было так, что я больше ничего не делала, кроме пения. И даже я не знаю, чтобы чем-то я занималась другим вопросом. Нет, естественно, я хотела убежать в 90-е годы. Мгм. Думала, что я стану хорошим бэйбиситером где-то, А. как все уезжали. Мне отказала Америка и Англия. И я там попробовала, и там. Никуда меня не Какое пустили. счастье. Не, хорошо, что не пустили. Вы рассказывали о своих близких, о своих родных. Безусловно, они влияли, и природа влияла, и близость моря влияла, и все. Но я думаю и даже знаю, Мгм. что, конечно, в вашей жизни были какие-то кумиры, кто-то, кто вдохновлял. Не значит, что я повторю и буду петь так же или буду делать так же. Но, тем не менее, ну вот кто-то недосягаемый и прекрасный, кому я буду тянуться и на кого я буду как-то поглядывать иногда. Кто это был? Эм, То есть я боялась всегда кумиров не для того, чтобы это неправильно или что-то оно помешает. Просто я не умею красть. Если ты, твой какой-то такая высокая точка, и который тебе хочется, да, это адрес пройти в дороге, и как бы учитывая эту эмоцию, у меня такое ощущение, что как будто я краду все это. И, во-первых. Во-вторых, я даже не прочитала ничего, то, что мне присылают, потому что какой-то вот сразу я проверяю себя, настолько я готова к чему-то. Второе, мне хочется самой ощущать это. Но самое такое, как бы голос, который очень-очень до сих пор влияет, и каждый раз, это Мария Каллас. Потому что она, то есть, мне кажется, что даже слово «потому что» очень такое сухое. Я не знаю почему, потому что м, я не знаю никого, кто так может оберегать свою любовь и отдать свою жизнь за любовь. И собрать его внутрь себя и перерисовать в мелодиях, и в Да, голос, да. в голос. Трансформировать мелодию. Я не знаю как. Ну, и самое главное, что когда твоя профессия — это общение с голосом, ты понимаешь, когда что она делает с этими чувствами, когда согревает свой голос, какой смысл, когда она дает. И
за эта история, когда ты хочешь, ты понимаешь, что это невозможно. Это сделала только она, понимаешь? И жизнь поэтому становится очень-очень-очень интересной. И чтобы м, а, вот я в детстве, про это, жизнь детства рассказала, ну, что я рассказала, только мало, но все детали дает, у всех деталей есть свой смысл. И нет ничего красивее петь со смыслом. И поэтому Мгм. мне очень нравится Горовиц еще пианист. Горовиц пианист. Да, Но, знаете, есть такое, это какое даже стихотворение у Беллы Ахмадулиной, но я знаю, какая расплата за судьбу быть не мною, а ей. И мы знаем, что ну, судьба Каллас, она трагична по-своему, да. Более того, все эти перипетии в какой-то момент ее судьбы заслонили ту революцию, которую она произвела в опере, и то, что она произвела в опере. Но, тем не менее, все равно это трагическая судьба. Вы не думали о том, что ну, актриса, певица, особенно женщина в искусстве, да, она всегда стоит перед выбором, да, выбрать личную жизнь, любовь, ну, какой-то такой спокойный семейный тыл, или выходить на эту сцену и разрывать себе душу, и петь, и очень рано закончить. Каллас же очень рано ушла, в общем, и из жизни, и из оперы, и из музыки. Да, но вы знаете, что э, это со стороны публики ты всегда хочешь получить, всегда, Мгм. именно. Но если повернуть все и всю жизнь посмотрим, ну, почувствую, она прожила столько, столько могла прожить. И она прожила абсолютно достойно, борясь за любовь, за важное, понимаете, как Мгм. женщина, у которого нету до сих пор голоса такого, как у мужчин. То есть нету этого. И никто не хочет этого признать. И в моем случае я родилась именно тогда, когда даже моя мама, где мы жили, вот мы бы жили возле перекресток, и через дорогу именно, там 20 метров, жил его родственник. У него была машина, она не могла сесть в эту машину, потому что очень было непристойно сидеть с незнакомым. В машине незнакомым. Да, и тогда я знакомилась с мальчиками, общалась с мальчиками, ездила одна. Я крала машину моего отца. То есть мне пришлось, я сейчас понимаю. Мгм. А тогда просто я не знала по-другому, как себя вести. Ну, то есть меня невозможно было задержать вообще ни в чем. И даже когда я интерпретировала Сулико в музыкальной школе, ну, вы себе не представляете, что со мной делали. То есть, что я перевернула автора в могиле, что нельзя трогать эту песню, что я еще другие песни, что я когда без... Да, не, просто когда я создала какую-то музыку без слов, что это какой-то оно что. И, ну, я поняла, что молодое поколение заново полюбило Сулико. То Мгм. есть все, и, м, ну, как красиво сказано, то есть правильно, невозможно придумывать заранее героизм. Да. М. Я никакая героиня не была, конечно. Но оказалось, то, что я делала, было совершенно смело. Мы выбираем, мы сами создаем свой, как бы, а, свою радугу. Мгм. И мы сами убираем эти цвета. И если ты соглашаешься в свою доброту, то есть ты соглашаешься. Любое решение нужно или рождение нужно соглашаться. То есть все равно ты договариваешься с самим собой. Если ты не сопротивляешься себя, и если между доброты, то есть между светом и между утром и вечером ты выбираешь солнце, то есть, тогда всегда будет сила для того, чтобы все увидеть с красивой стороны. И поэтому, допустим, любой концерт, то есть у меня никогда нету, я не знаю, это правильно, неправильно, это что-то, так, то есть как этот, как бы отбирает от меня Мгм. какие-то звезды. Я живу в стране, где очень много голодающих, где социальный статус очень низко. И в голодающей стране себя чувствовать звездой, это, это так э, скучно.
Но там себя чувствовать полноценной гражданкой, которой тебе не все равно, то есть протестовать любое правительство, пока дедушки и бабушки их ковыряют в мусоре, когда ты можешь поддержать ребенка, когда ты будешь протестовать страшные голодания и страшные пролатежи. То есть когда ты так живешь, тогда тебе хочется быть, как бы получать аплодисменты. Но когда ты просто придумываешь какой-то машин, какой-то ты, то, что ты можешь купить, это неинтересно. Мгм. Ну, я и понимаю, такая роскошная жизнь, и все этого любят. Конечно, видеть из окна, потому что мне природа подарила, чтобы я видел, у меня был абсолютно пятизвездный вид из окна все детство. Я могу туда вернуться и оттуда посмотреть. Но а, а, сама музыка, самообщение, смысл вот этого 12-нотное, настолько оно свободное, настолько оно живое, полноценное, и настолько нужно детально разобраться внутри себя, что ты хочешь от этих 12 нот. И просто ты должен быть настолько, твой диапазон мышления, разума, чистоты должен быть столько ты хочешь получить. Понимаете? И поэтому мне лучше молчать и петь, чем рассказывать, что «О, как я философски смотрю на жизнь». Нет. И мне не нравится абсолютно сострадание. Я хочу сказать, я лев, и я спокойно могу принять с горах посмотреть все лучше. И есть и вкус, и возможности, чтобы Мгм. Но вы знаете, достойно прожить. Но без смысла прожить жизнь для того, чтобы лишний раз, как-то полежать в постели, это неинтересно лично, ну, вы смотрите, мы сейчас к подходим сожалению. уже к теме смыслов, да, и тут я уже обращаюсь к зрительному залу, может быть, есть вопросы к Нино. Все-таки мы предполагали еще диалог сегодня с нашими участниками сегодняшней встречи. Нету вопросов. У Ой, меня их много, поэтому я припасу их пока, но, может быть, есть у вас такая возможность нет сейчас есть их вопросов. спросить. Вот есть вопрос такой. Чё? Микрофон? Хорошо. Хорошо. Я не знаю, я же был тогда, когда у вас ничего вообще здесь не было. Был сам или были прежде? Вопрос такой, который, я думаю, что всех волнует. Ну, меня, во всяком случае, точно, как носителя русского языка и как представителя все-таки России в данном случае. Ну, я постараюсь это уместить именно в вопрос, а не в монолог. Но наверняка многим понятен этот вопрос будет, потому что мы и русскоязычные, особенно представители России, все равно граждане России, чувствуем себя в неком трансе от всего того, что происходит сейчас с Украиной, а до этого происходило с Грузией. А, Однако мы сейчас говорим на русском языке. Вам повезло, вы хоть поете не по-русски, а мы вынуждены все-таки, тем не менее, как-то умещать все свои комплексы, мысли, страдания и мучения все-таки на русском языке их проговаривать. И вот я все-таки хотел бы вот понять и услышать от вас, насколько вам сейчас я понимаю, что вы не учили английский, вы не знаете, может быть, какого-то другого языка, но насколько вам комфортно общаться на этом языке вот до сих пор, на русском? И есть ли здесь какие-то у вас, ну, сомнения, противоречия, может быть? Но некомфортно. Некомфортно. Нет, некомфортно не потому, что а, я забыла тех 15, ну, 100 лет, которые я на русском могла говорить о любви в России. Нет, не потому. Не потому, что я не верю, что абсолютно э,
То есть не так, что не верю, что и не знакома или не дружу с настоящими прекрасными людьми, которые родились в России, думают на русском языке и создавали много чего хорошего. Нет. И я не думаю, что легко российским народам, и есть страшнейший, огромнейший вызов построить новую страну и построить честную страну. Это не знаю, настолько возможно даже. И раз возможно, человеческие ресурсы, кто выехали из страны или кто вынужден остаться из своих родителей или каким-то причинам, которые в прямом смысле не согласны. И вообще не думаю, что нету разумных, честных и чистых людей, которые прожили честно в России. Нет. Которые честно прожили и чисто прожили в Россию. И которые хотят лучшую страну. И которые, у которых мало голоса в России. Мало голоса. Нет. Мне дискомфортно, потому что сегодня лично для меня все, что я видела в Украине, очень раздражает этот язык. Раздражает. Именно потому что, когда я слышу сирену, я помню, что эта сирена звучит, потому что сейчас из России прилетит ракета, и кто-то умрет. Только для этого. У меня нету никакой агрессии, которые я вижу людей физически или прямо из-за того, что русские и в Грузию, и я что-то придумаю, и мне что-то хочется. Нет, конечно. Но я очень хочу с вами поговорить. Я что-то не досказала, видимо. Но я думаю, что я вместе с русским народом все, что я прожила, настолько честно прожила, что я вообще могу говорить на грузинском и попросить переводчика, но я этого не делаю, потому что у меня осталось какую-то чуточку веры, то, что и так нужно миру, и так нужно российским народам, чтобы как-то построить хорошую страну. Не только Россия. Мы тоже много боремся в своей Грузии и построить лучшую страну. Но ни в коем случае не хотим, чтобы нас мешали построить. И мешает только Россия. Только Россия. И то есть вместе с этим я не умею и не готова. И пока нет опыта, как вместе с этим прожить. Понимаете? И мне хочется это громко сказать, что, может быть, где-то найти этот ответ. То есть я не то, что какой-то умный и сверх возможностей. Нет. Я хочу все орать, кричать, что помогите, что мне делать с этим. То есть и не только я, и много людей, которые и живут в Грузии, живут в Казахстане, живут в Армении, живут в Беларуси, живут все в постсоветском пространстве, которые прожили, родились во время Советского Союза. Они были учителя. То есть и есть люди, которые не хотят быть плохими. То есть хотя бы не соглашаются быть плохими. И это цепочка, страна, язык. То есть я не знаю. Не хотят быть Мы плохими. не хотят быть плохими. Есть еще вопросы? Да, Что-то да. Да, я слухаю. В начале разговора вы сказали, что те... Ничего, если я правильно поняла, в начале разговора вы сказали, что с теми, кто высказывается против войны, Да. не говорю поддерживать Россию, но с теми, кто не высказывается против войны, надо разговаривать. Я правильно вас понимаю? Если есть желание, надо разговаривать, конечно. Все эти ваши потенциальные собеседники находятся географически? Не знаю. Они в России или они в Не, Западе в а, России? Это вопрос. Нет, я не говорю. Я говорю о том, что если есть желание поговорить, как разрешить, как найти общий язык для того, чтобы выйти на тот уровень, чтобы возможно уже говорить. Но это с теми людьми, которые точно знаем, чтобы не было возможности говорить. И поэтому возможно с теми говорить, с кем не было возможности говорить. То есть, Можно немножко? я на грузинском думаю, им не сложно сейчас. Я говорю о том, что люди, которые хотят говорить и нет возможности,
Кто? Допустим, есть люди, которые, они своих детей вывезли в Грузию, и они сами остались у своих родителей, пожилых родителями в России. Есть такие люди, которые, они как партизане работают, они помогали много чего делать, но с теми людьми нужно говорить. О чем? Ну, что вы им скажете? Нет, о чем говорить, не, о чем, Вы что, очень хорошо, что? аргументов, чтобы им сказать, что они уже приняли решение, они вывезли своих детей в Грузию, и, видимо, есть какие-то технико-экономические обстоятельства, из-за которых они остались в России. Да. Вы считаете, что у вас достаточно аргументов, чтобы им объяснить, что война – это плохо? Нет аргументов. Есть война, аргумент. Причем тут я? Нет, ну Вопрос с в том... людьми Нет, надо нет, нет, я хочу поняла, куда вы. понять. Я Прошло думаю, что... 1,5 года. а, Прошло 1,5 года, и есть люди, которые категорически поддерживают Россию, есть люди, которые больны и плачут эти 1,5 года из-за того, что погибают люди. Да, И из моего Да. опыта я не вижу, что можно найти аргументы, да, чтобы я с вами всем, согласна. кто Нет, я поняла. поддерживает войну, чтобы они Не, поменяли я поняла, я свое поняла. мнение. Это правильный диалог. Вот, Абсолютно это правильный диалог. Да. Спасибо, я поняла. Вопрос в том, для меня, что вопрос в том, что объяснить не аргументом, чтобы объяснить, чтобы правильно они вырастили своих детей. Чтобы э, вопрос не о дружбе, из-за того, что идет диалог, это не о дружбе говорить, а говорить о том, что э, э, протестовать в школах, протестовать, то есть Где эти школы в России, там протестовать? и в Грузии, и в России, и везде. Сегодня в России вы себе представляете, кто может пойти протестовать в школах, чтобы оказаться где после этого протеста? Но я не знаю, если не в России, но за Россией. То есть вы говорите о тех, кто вне России. Вот мы тут сидим в прекрасной Юрмале, изумительные, рассуждаем. Да, но я же не могу... У меня нет лекарства. Я хочу Но- понять, какое... Возможно, я добавлю? Да. Да? Вопрос идет о том, что есть большое количество людей, которые воспринимают все эти события, военные события, неоднозначно. И вот эта формулировка «это все неоднозначно» мы слышим достаточно часто. Второй пример, о котором скромно Нино не упоминает, она создала свой фонд Нино Катамадзе, помощи людям, пострадавшим во время войны. Это вот этот фонд, помогающий детям, да, которые Да, из потеряли Украины. своих родителей. Это то, что конкретно сделано Нино Из украинским Украины. детям. Да. Это поддержка вот этих протезов и вот всех этих новых технологий. Даже специально Нино мне прислала видео, чтобы вы Да, посмотрели. Это вполне конкретная работа, направленная на поддержку людей. Это к тому, что это делается. И делается. Спасибо за этот диалог, потому что вы мне абсолютно вывезли абсолютно правильные направления. Был такой случай, когда мне попросили везти 14-летнего ребенка из России, отвезти к врачам, потому что пока их родители не приехали. Это был, то есть срочно было выслать детей, и, естественно, я отвезла вместе с такой взрослым другом к врачам. А когда мы возвращались, этот ребенок говорил своему другу матери: я вот вижу столько флагов в Украине, и чего еще хотят грузины? Почему они протестуют напротив России? Спасибо еще раз за этот характер, то есть этот стороны, что вы мне показали. Я говорю от тех людей, что я могу, с кем я могу поговорить? С людьми, с родителями этих детей, чтобы я своему сыну объяснила вопрос войны. И чтобы эти родители просто объяснили своим детям, что происходит. Потому что уже накапливается очень много агрессивной истории. Почему? Потому что люди, которые приехали в Грузию, россияне, они очень ушемляют уже украинцев. И 15% после того, как выехали в Грузию россияне, 15% украинцев уехали из страны. Потому что их везде, их в школах, их... Да. Они боятся.
потому что они вырывают флаги украинские, они, допустим, они перекрасили стены грузинские с наших войн. Не, просто потому что их стало много и стала сила. И поэтому разговор абсолютно правильный. Мы абсолютно правильно сказали друг другу то, что диалог это не для диалога, а диалога передать информацию, чтобы они помогли своим детям стать человеком. Больше ничего. А чтобы сказать, обязательно подчеркну, чтобы диалог был из-за того, что мы стали заново друзья, чтобы кому-то сказать или приехать в Украину и сказать, что помогите, поговорите с россиянами. Абсолютно. То есть вообще ничего. Даже сейчас приняли закон в Украине, что я, когда приеду, я не смогу на русском разговаривать со зрителями. То есть они приняли решение, что они будут говорить только на украинском. Маленький вопрос, который мне просто интересен как обезьянке. Скажите, пожалуйста, я поняла, что в становлении как музыканта большие имена, названные сегодня, они работали в вашей судьбе творческой. Но если сегодня среди грузинских исполнителей в разных странах те ваши коллеги, которые вызывают у вас некое такое состояние, что можно чему-то поучиться, или мне нравится, или... Потому что я знаю, например, не буду перечислять, достаточно количество имен людей, которые продолжают петь, работать и в Грузии, и не в Грузии, в разных странах. Мне очень интересно знать, есть ли такие люди, которым вы, снимая шляпу, говорите спасибо. Много молодых исполнителей, которые, можно сказать, что они отличные. Как артисты в вокальных произведениях есть прекрасное классическое направление, абсолютно феноменальные Гигаша, который вот как раз выиграл второе место, израильский такой, да. И фантастический пианист. У нас есть Сотный, который ему 12 лет. Он феноменальный. Просто Зиткинидзе Сотный. И он уже с 8 лет вместе с Барембой и Лиза Батьяшвили, который скрипач, как раз Николас Рачоли работает со всеми. Он просто феноменальный, как Моцарт, настоящий. Он пишет совершенно потрясающие произведения. Обязательно надо подчеркнуть современную музыку, электронную музыку, которая не только как вот ритмические настроения, а просто как бы очень интересное сопровождение как в поэзии, и так как и как бы музыкальная линия, мелодическая линия. Вокалисты очень. То есть грузинский какой-то меццо-сопрано, там, басовое направление очень интересное. И как композиторы, как исполнители. Очень интересное. И на самом деле какой-то вот после 2015 года как-то поколение новое рождалось, и еще какой-то социальной жизни они участвуют, они активные как граждане, и они как-то очень полноценно проживают, и это чувствуется во время их исполнения, и какое-то совершенно другое такое желание передать то, что у них есть внутри. У меня вопрос. Свой первый альбом вы назвали Black, потом был White, да. потом был Blue, потом был Red, Да. Green, Yellow. Если подобрать цвет для вашей нынешнего как бы периода в жизни, какой? Я хочу, чтобы оно было фируза, как этот, какой-то цвет неба. Не знаю. Голубой? Что-то не знаю. Лазурь. Лазурь! Лазурь, браво. Да, лазурный цвет хочется. Как-то. Цвет красный был, потому что был какой-то военный период. И сразу мы после рейда сразу записали Green. Это такая история, такой абсолютно практичная, потому что мы записали сразу 2 альбома, и там названо было «Нино Катамадзе Inside», и также «Нино Катамадзе Inside». И люди как-то начали говорить, что вы слышали белый альбом, черный альбом? И мы поняли, что это такой освобождает, и как-то лишний раз что-то запоминать, какой-то альбом. И даже... То есть они все стали по цветам у вас? Да. Вы хотели что-то спросить?
Пожалуйста. Благодарю вас. Галина Панса, Латвия, журнал «Лилит». Я бы хотела задать вам такой простой вопрос. От многих деятелей искусств, с которыми я сейчас беседую, я слышу тезис о том, что истинный человек искусства должен стоять вне политики и над нею. Он должен объединять людей, а не разъединять своих слушателей или зрителей высказыванием своей позиции. Тем самым он отделяет от себя огромное количество народа, на которое он мог как бы повлиять. Что вы думаете об этом тезисе? Благодарю Это вас. абсолютно правильно, когда ты живешь в очень правильной стране. Когда политики занимаются своими делами, у артистов есть свои как бы фонды, институты, которые правильно работают, и ты можешь самостоятельно развиваться, для тебя создают правильные законопроекты, хорошие налогоплатежи, то есть существует как это меценатная культура, в которой самостоятельно каждый бизнесмен может как-то вложить Поддержать. деньги, поддержать. Таким образом, получается очень здоровые как бы конкуренции, то есть конкуренция и качество создает правильный процесс развития. А когда ты живешь в таких постсоветских странах, когда с тобой торгуют, что ты артист, но заодно параллельно ты такое самое главное оружие для того, чтобы перекрыть какие-то истории, что как они крадут и как проживают твою жизнь без тебя. Я думаю, что это твоя политика, это твой выбор. То есть ты приходишь, самый главный голос, который ты перед народом и перед своей страной, ты можешь просто... Вы знаете, что мы ходим на выборах просто для того, чтобы выбрать, и потом нам говорят, что не надо от нас ничего ждать. Ну как это все? То есть мы выбираем, и потом нам должно неудобно от них просить то, что они должны делать. Но это никак. Я думаю, что политика – это профессия. Естественно, художник не должен быть политиком, и Нино не должен быть политиком. Но то, что внутри происходит, это моя жизнь. И я не могу мимо пройти. А кому просить? Есть какой-то отдельный, какой-то институт, где я могу прийти и сказать, что вот эти политики неправильные, когда это не так. Все связано друг с другом, и, к сожалению, это оружие очень плохо работает. И это пропаганда, то, что артисты не должен быть политика, как? Эта прекрасная девочка, которая выиграла такой европейский чемпионат, он поменял все правила работы, все правила жизни. Да, это прекрасная девочка, потому что жизнь меняется, и правила должен менять. Все, конец. Разве это не политика? Это прекрасная возможность изменить какое-то стандартное мишление. Все. Вот Николас Ратюэль. Как Ну, раз вот появились финал. грузинские друзья и помощники. Пичова, и соратники. фантастический дизайнер. И Николас Ратюэль. Мы ждали появления Николаса. Давайте тоже вы подойдете сюда к нам. Николас, помоги мне, пожалуйста. А Николас, постоянный соратник, я бы сказал, да? Я не знаю это слово, но красивое бывает. Соратник. Я просто больше сказать, что аккомпаниатор. Это не так. Ну, это друг. Да, всё, и композитор, и музыкант, и все концерты Нино, по крайней мере, те, которые я видел на видео, вы всегда присутствуете где-то рядом. Вот, я думаю, что настал момент все-таки вам еще сказать слово. Вы же появились. Дайте. Если можно сейчас скажем. Да, пока, да. Да. Да, вопрос. Николас, давайте, скажи быстро. пожалуйста. Да. По жанру, по музыке Нино часто представляют как джазовую певицу. То, что вы делаете вместе, это джаз? Или все-таки это что-то совсем другое, то, что придумали только Да, вы? вы знаете, что я всегда говорю, что я не джазовая. Ну, вообще, пусть скажет Николас. Нет. Если под словом «джазер» мы будем подразумевать свободу, конечно, не надо джазер. Но если под словом «джазер» подразумеваем какой-то определенный консервативный жанр, где выходит певица с репертуаром джазовых стандартов, поет изначально тему с начала до конца, а потом просто импровизирует под эту тему. То есть как это в джазовом стандартном виде, конечно, Это не но джаз. джазовая певица. Но вообще в мире музыки и в истории музыки, конечно, названия жанров определялись не сразу. Классическая музыка, когда она во время классицизма создавалась, когда Моцарт писал симфонии, это Ой, никто не как назвал хорошо, наконец-то. классической музыкой. Это была музыка. Просто прошло какое-то определенное время,
И когда появились еще другие жанры, романтизм, импрессионизм, все, потом уже как-то начали приписать имена. Но я про Нино могу единственное сказать, что она определенно придумала и вошла в мир музыки со своим очень индивидуальным образом мышления. И если в следующие поколения или в ее время будут появляться такие музыканты не под ее влиянием, но вот как-то вот по образу мышления. Такие, может быть, потом через 40-50 лет кто-то назовет Спасибо. каким-то жанром музыку создателем, который реально мы будем Ладно. знать, что это Нино со своей Django музыкой, Reinhardt. со своим ансамблем, потому что она начинала с Inside, с музыкантом, с которым она творила эти произведения. Вот эти люди будут создателями какого-то Нового жанра, нового но, направления. из-за того, что вот этой новой музыки, которая там 20 лет тому назад Нино начал выступать сначала в Грузии, потом в мире, не знали, как назвать, просто упрощили задание и сказали, что она джазовая певица. Кто-то могла бы сказать роковая, потому что у нее в репертуаре были песни и тогда, и до сих пор, которые очень ближе к року, чем к джазу. А если спросим, например, у Башмета, он считает, что Нино классическая певица, просто не поет оперным голосом. Так что вот это уже зависит от времени. Спасибо. Мои Спасибо слова. огромное, спасибо. Николас, давайте. Я скажу, Аплодируем, да. Не, подождите, я скажу одно слово. Я одновременно всегда думаю, почему мне задают столько вопросов. Там мало музыки и много жизней. Видимо, я не совсем плохо... Да нет. Я не знаю, почему я создаю такое впечатление, но я рада, что... Не то, что рада... Я ответственна за свои жизни, и, видимо, есть спрос от меня, чтобы я жила активно, отвечала за ту проживающую жизнь, которую я проживаю. И спасибо большое. И, естественно, я не готова ко всему в этой ситуации, но, если честно, мне хотелось, чтобы в моей жизни было больше музыки. Ну, мне кажется, сегодня мы добились некого баланса и музыки. Спасибо большое, Николас. И вопросы про политику, и острые были вопросы. И действительно, вы человек, которому все время хочется задать вопросы. Это тоже о чем-то говорит, на самом Но деле. хочется быть готовым к этому вопросу. Но мне кажется, сегодня вы это продемонстрировали. Вы готовы ко всем вопросам. И я думаю, что потом мы, может быть, отдельно посмотрим этот фильм про... Нет, вы же в фильме покажите это все. Вы в фильме покажите. Что мы еще закончим. Да. Спасибо огромное. Спасибо Нино, большое. Спасибо, Николас. Спасибо вам всем. Спасибо.